Этот аппарат – сердце цивилизации. Он крутит насосы, вентиляторы, установлен на танкерах, подводных лодках и даже самолетах. 70% всей электроэнергии мира человечество тратит на него. И если однажды окажетесь только вы, тишина и в руках он, вы просто обязаны знать, как его оживить, где начало, где концы обмоток, как их соединить и запустить его. От этого может зависеть ваша жизнь и жизнь всего мира. И даже если вы не электрик, досмотрите это видео до конца, и оно поможет вам однажды. А также я расскажу про один необычный, но очень эффективный способ поиска начал и концов обмоток, про который еще никто не рассказывал в интернете. Смотрите до конца, и вы узнаете много нового и познавательного про асинхронный двигатель. Нам нужно вызвонить для начала концы, которые соответствуют одной обмотке, а потом определить, где начало, а где конец. И это очень важная процедура. И у меня для вас сегодня есть несколько способов. Способы эти разные и на все случаи жизни. Обязательно посмотрите все. Сегодня в этом нам помогут цифровой мультиметр, стрелочный мультиметр, батарейка на 9 вольт и также питающая сеть 220 вольт. Это видео рекомендовано Энерголикбез к просмотру во всех учебных заведениях всех стран. Вот так выглядит клеммная коробка, а вот это выводы обмоток двигателя. Сейчас будем прозванивать, искать одноименные концы о каждой обмотке. Для этого поддеваем один щуп прозвонки или умметра и второй пару ищем элементарным касанием. Вот это одна обмотка. Сейчас мы сразу же надеваем ее на шпильки, чтобы не потерять. Один щуп прикасаемся к одному выводу и ищем ему пару. Убеждаемся, вот его пара. Также надеваем на шпилечку раз и пару его одеваем по диагонали. Ну и осталась у нас последняя обмотка. Давайте проверим, что это она. Да, это третья обмотка. Первая обмотка, вторая и третья. Это всего лишь мы определили пары. Теперь нужно определить, где начало, где конец. В идеале у нас должны быть здесь начало, здесь концы. Когда я подключил провода удлинителя, у меня образовалось 3 пары выводов, начало и конец каждой из обмоток. И сейчас мы будем определять, где же начало, а где конец. И первый метод – это метод трансформации. 3 любых вывода обмоток я промаркировал как начало, 3 оставшихся будут концами. И это пока условно. И сейчас соберу схему опыта трансформации. Вы ее видите в нижнем правом углу. Для этого нужно подключить одну обмотку к измерительному прибору. У меня это будет красная обмотка. А 2 другие соединить последовательно. То есть соединить 2 их любых вывода. Я беру 2 своих условных начала и подключаю их в одну клемму ВАГО. А 2 вывода красной обмотки начало-конец я буду подключать к измерительному прибору и буду измерять на них напряжение, переменное напряжение. Кстати, можете использовать такой стенд с приклеенными клеммами ВАГО для создания всяких опытов. Напряжение на 2 последовательно соединенные обмотки подается 220 вольт в моем случае. В случае учебной лаборатории рекомендую подавать более низкое безопасное напряжение 36-42 вольта. Итак, схема собрана и остается только включить. Двигатель не вращается, гудит и напряжение на приборе низкое, 5 вольт, а это значит, что обмотки на 3-й клемме соединены последовательно неправильно. Там не 2 начала, там начало и конец, а значит надо их поменять местами, любую из обмоток. Например, синюю. Меняем местами, начало и конец. А маркировку выводов мы поменяем после того, как проведем повторный опыт. Подаем напряжение. Сейчас 47 вольт. Двигатель вращается и на вольтметре 23-24 вольта. А это значит, в точке на 3-й клемме соединены теперь 2 начала. Начало желтой и начало синей обмотки. Осталось только перемаркировать синюю обмотку. Отсоединяю синюю обмотку и меняю на ней маркер. Тот, который у меня был условно началом, он является концом. Я просто его переставляю. И теперь я точно знаю, там, где у меня метка, это будет начало синей обмотки. Все, синяя и желтая начало известны. Теперь осталось определить, где начало у красной обмотки. Для этого
Любую из обмоток я ставлю на измерительный прибор, например, синюю, а красную соединю последовательно с желтой. И точно так же буду контролировать уровень напряжения и будет ли вращаться двигатель. И определю начало обмотки красной. Вставляем ее условным началом вместе с желтой в третью клемму, а на две оставшиеся подаем напряжение. Двигатель вращается, значит начало определены правильно. Вот так по методу трансформации мы определили 3 начала обмоток. Остальные выводы будут концами. Нам всего лишь пришлось поменять маркер на одной из обмоток. Этот способ считается основным, но он не самый безопасный. Еще вместо мультиметра иногда применяют лампу накаливания. При соединении начал с начала обмоток она будет светиться, а когда начало с концом светиться не будет, потому что напряжение низкое. Этот способ хорош, но может быть неприменим там, где нет напряжения. Например, вы где-то в поле, не знаю, нет сети нигде, никакого генератора, и вам нужно определить. И следующий будет способ с помощью батарейки. А дальше я еще расскажу более интересные способы, когда не требуется никаких источников питания. Давайте рассмотрим второй способ определения начала и концов обмоток двигателя с помощью батарейки. Метод батарейки. Давайте первым делом снимем маркеры с наших выводов, потому что нужно достоверно определять все по новой. Это чтобы была частота эксперимента. Для этого метода мы берем стрелочный измерительный прибор, вольтметр, на минимальную величину напряжения. Ставим его на диапазон до 1 вольта, а также нам потребуется батарейка. 9 вольт кроны достаточно. Мы будем касаться 2 обмотками остальными этих выводов батарейки. А третья обмотка будет подключена к вольтметру, и мы будем наблюдать за отклонением стрелки. Стрелка должна отклоняться в одну сторону, и тогда выводы обмотки, коснувшиеся одного полюса батарейки, будут одноименными, то есть, например, началами. Собираем схему и начинаем. Синяя обмотка на контроле, а красной мы касаемся выводов. Итак, мы видим, что когда мы касаемся одним из выводов минусовой клеммы, стрелка отклоняется вправо. Запоминаем этот вывод. Будем условно считать его началом. Но нам так будет проще. Надеваем на него маркер. Все, у нас начало красной обмотки определено. Сейчас мы будем касаться следующей обмоткой. И тот вывод, который будет касаться минуса и отклонять стрелку тоже вправо, тоже будет началом. Пробуем, меняем и добиваемся отклонения стрелки тоже вправо. Вот, вывод касаемый тоже минуса обозначаем как начало. 2 начала обмотки определены. Теперь нам осталось только определить начало и конец обмотки, которая была подключена к вольтметру. Мы ее отсоединяем и вместо нее подключаем уже известную обмотку. И попрошу заметить, ее началом, то есть тем выводом, который касался минуса, мы подключаем к минусу вольтметра. Это черный щуп у меня на схеме. Все, после этого, как мы подключили, мы сейчас синюю точно так же возьмем и опробуем на батарейке. Тот вывод синей обмотки, который будет отклонять стрелку вольтметра вправо и касаться при этом минусовой клеммы батарейки, тоже назовем началом. Вертикальное расположение прибора не является нарушением в этом опыте, потому что измерение здесь не принципиально. Ну и вот мы определили одним из способов начало и концы обмоток. Начало все я связал узелком, остальные выводы будут концами. Теперь надо попробовать включить двигатель. Для этого у меня есть источник трехфазного переменного напряжения. Это частотный преобразователь. Он выдает линейное напряжение 220 вольт. Значит, этот двигатель нужно соединить треугольником, потому что 220 линейная для схемы треугольник. Сейчас я покажу, как это сделать очень просто. Берем любое начало любой обмотки, к нему любой конец. Вот красный, синий. Дальше берем, например, желтое начало и к нему, например, красный конец обмотки. И осталось у нас синее начало и желтый конец. Все, мы собрали пары начало-конец, и все они разные. И теперь мы их подключим вот так вот на 3 фазы.
Но просто так их подключить в сеть нельзя. Нужно сделать хоть какую-то защиту. И для защиты двигателей применяются автоматы, в том числе модульные. Посмотрите, самое главное это вот эта буковка. Буковка D. Чуть позже я расскажу подробнее про этот автомат, буквально через полминутки. Смотрите, я сейчас соединю сюда выходы, то есть начало-конец, начало-конец, начало-конец. А сюда подам 3 фазы. И мы попробуем запустить и посмотрим, будет ли он вращаться и не шуметь. Иди сюда, наш дорогой. Начало-конец и соединяем их на первую фазу. Следующее берем начало синий, конец желтый. И соединяем на среднюю фазу. А в конце видео я расскажу, как эти соединения начала и концов выполняются в клеммной коробке. Сборка схемы выполняется без напряжения всегда. У этого автомата есть хорошие шторки, которые не дают вставить провод мимо прижимной клеммы. Когда мы все соединили, смотрим, чтобы провода не касались шкива двигателя. Будем сейчас подавать напряжение от частотного преобразователя. Ждем, пока он загрузится. И запускаем. Пробуем регулировать. Все работает, все отлично. Значит, обмотки найдены, концы и начало правильно. Мы двигатель запустили. Но у нас же впереди еще ждут другие, не менее интересные способы. А перед тем, как я вам расскажу эти способы, буквально пару слов про вот этот вот автомат специальный для защиты двигателя. И чтобы защитить двигатель от токов короткого замыкания, можно применить автомат модульный с характеристикой D. А чем отличается характеристика D от характеристик B и C? Более высокая кратность отключения тока короткого замыкания. Ведь пуск асинхронного двигателя – это ток в 5-7 раз, а иногда и 10, превышающий номинальный. А этот автомат срабатывает с характеристикой D при кратности тока короткого замыкания от 10 до 20 номинальных токов. И применяя автоматы с характеристикой D, вы можете спокойно защищать свои двигатели. У меня сегодня на обзоре IE Carmat. Надежный автомат, который можно ставить на защиту двигателя. У меня в щитке стоят IE Carmat для защиты моей трехфазной нагрузки. Правда, с характеристикой C, потому что у меня нет трехфазных двигателей. А в целом и в общем вы можете заглянуть на сайт производителя и увидеть конкретную характеристику этого автомата. Дополнительную информацию про этот автомат вы можете найти по ссылке в описании. А мы продолжим искать начало и концы обмоток электродвигателя самым интересным способом. Способ разомкнутого треугольника. Обмотки подсоединяются начало, конец, начало, конец, начало, конец. То есть они соединены последовательно и треугольник разомкнут. Видите, эти между собой не замкнуты. Сюда подается напряжение. И должно быть равное напряжение на каждой обмоточке. Тогда они включены верно. Давайте проверять. Подаем напряжение. На первой обмотке 73. На второй 73 и на третьей 91. Это значит, что синяя обмотка подключена неправильно. Именно на ней показало напряжение больше, чем на других. Сейчас нужно поменять местами ее выводы. Просто переподключить. И если напряжение на всех обмотках при этом будет равное, тогда мы поменяем на ней маркировку. Значит, сейчас нанесенная на ней маркировка неверная. И проверяем. 80, 79, 9. Да, теперь обмотки все подключены правильно. Начало одной, к концу другой. И на синий нужно поменять маркировку. Вот этот белый маркер перенести на другой провод. И он будет началом. Как видите, всего лишь за одно движение мы определили начало-концы обмоток. Очень хорошо работает с двигателями небольшой мощности. И вот он, один из методов, не требующих питания. Третий способ – это способ остаточного магнетизма, который остался на роторе. Мы сейчас возьмем 3 начала, присоединим в одну точку, а 3 конца в другую. И будем измерять напряжение либо ток. Лучше, конечно, ток. Или милливольты, или миллиамперы. Да, это будет в режиме короткого замыкания для этого остаточного магнитного генератора. Синхронного уже получается. Но это нам поможет определить начало и концы. Давайте проверять. Специально возьму, вот, думая, что это 3 начала. Одно начало, другое и третье. А вот это будем считать концами. И тоже подключаем их все в одну точку. И все. И теперь будем измерять в режиме миллиамперы переменный ток
Вот здесь вот между этими точками ток. Если ток будет небольшой величины, значит у нас соединено правильно. А если большой, то неправильно. Что значит большой и небольшой? Смотрите, 1, 2, ну максимум 3 миллиампера, 4 – это ток большой. Ток, который будет, когда все правильно подсоединено, в 10 раз меньше. Допустим, я беру и наугад переставляю 2 вывода обмотки. Ну, наугад. Но вот я не знаю, что здесь вот эта вот обмотка соответствует. И у нас случайным образом собираются все начала и концы в одну точку. И теперь подключаем прибор, вращаем не больше 1-2 оборота в секунду с той же частотой вращения, как и мы вращали до этого. И ток уже не 2-3 миллиампера, а 0,2, 0,3. Все, значит, у нас все выводы подключены правильно. Если у нас не получается, все равно большой ток, мы очередной вывод берем и подключаем. Если снова не совпадает, возвращаем его обратно и пробуем следующую пару. То есть пробуем по цветам. Максимум 3 варианта перебора. Иногда можно угадать с первого, иногда со второго. Еще раз внимательно посмотрите на этот уникальный метод. Мы вращаем двигатель, и если все соединено правильно, все начала в одну точку, все концы в другую, то ток будет небольшой. Или его не будет вообще. А когда одна обмотка перевернута, то будет идти какой-то небольшой ток. 3, 4, 5 миллиампер. Этот способ только для небольших двигателей, которые можно вращать рукой. И вот он, самый секретный, самый необычный впервые на Ютубе метод осциллографа. Нам понадобится осциллограф. Не всегда есть он у электриков, но вдруг у вас есть. Сейчас осциллографы встраиваются даже в мультиметры. Осциллограф минимум должен быть двухканальным, 1-2 канал. Если больше, лучше, но 2 минимально достаточно. Включаем и подключаем щупы выхода осциллографа к 2 каналам. А дальше начинается самое интересное. Собираем схему. Смотрите, берем одну из обмоток и подключаем к одному из каналов. Сейчас все подробно расскажу. А 2 остальные обмотки соединяем между собой условно какими-то концами, а на 2 остальных тоже подключаем второй щуп осциллографа. И самое главное будет происходить на экране. Давайте сейчас это смотреть. Красная обмотка у нас будет подключена к первому каналу осциллографа. Подключаем и сразу же настраиваем его. Настраиваем масштаб, вращая двигатель, подключив к одной из обмоток. Мы видим, что двигатель генерирует синусоиду. Почему он генерирует синусоиду? Потому что у него есть остаточный магнетизм на роторе. А теперь будем подключать 2 другие обмотки. Эту пока остановим. Любыми концами между собой соединяем 2 обмотки. Какой-нибудь прищепкой или каким-нибудь вот инструментом, как у меня. А на вторые концы этих 2 обмоток подключаем второй канал осциллографа. Основной щуп и общий. Так, и немножко это все разведем, чтобы оно не касалось друг друга. Обязательно включаем второй канал, чтобы у нас были 2 канала, и пробуем. Смотрите, какая картина. Крутим вал, вращаем его с частотой небольшой, 1-2 оборота в секунду. И можем зафиксировать. Когда сигналы от этих 2 обмоток соединенных, это синий сигнал, и от этой одной контрольной будут между собой сдвинуты по фазе на 90 градусов, то есть на 1/4 периода. Это четко видно, что когда наступает у этой синусоиды максимум, у этой минимум. То есть они сдвинуты между собой на 90 градусов, на 1/4 периода. Значит, мы попали. Значит, действительно, мы соединили 2 одноименных вывода. Либо это начало, либо концы. Мы условимся называть их началами. Можем их пометить. Например, надеть кембрик или же скрутить какой-нибудь узелок, что мне позволяет это сделать. Все, мы попали. Поменяем местами. Красную обмотку контрольную возьмем сюда, а одну из этих обмоток отдадим на контрольный замер. Например, желтая будет контрольной. Подключать без разницы как. Я объясню, какие будут показания в зависимости от подключения. А красную будем с синей теперь комбинировать и проверять. Специально сейчас возьму какие-нибудь разноименные выводы. Я ж уже определял. Любые берем выводы и соединяем. Запускаем. И что мы видим? Противофаза. Противофаза. А если поменять местами выводы контрольной обмотки, то мы увидим, что наши сигналы
совпадают по фазе. Это говорит, что здесь соединение неправильное. Начало одной соединено с концом другой. Давайте проверим. Поменяем местами. Условно, вот эти два вывода. Будем считать, что они начало. Видите, тут уже я начало определил, а у красной типа было помечено. И что у нас будет, если мы соединяем начало с началом, а конец с концом? Контрольная обмотка подключена неважно как. Проверяем. Сдвиг 90 градусов. Таким образом, с помощью осциллографа двухканального можно определить также начало и концы обмоток. Мы на одну из обмоток подключаем один канал, неважно как, неважно какими концами. А на две другие обмотки, соединенные между собой одними выводами, мы подключаем второй канал. Если обмотки соединены начало с началом, а на концы подан выводы канала, то у нас будет сдвиг 90 градусов, вне зависимости, как подключена вот эта обмотка контрольная. Если же у нас начало с концом соединены, то будет сдвиг либо 0, либо 180. То есть мы будем видеть синусоиды либо в фазе, либо в противофазе. И все, железобетонный способ использует остаточный магнетизм. Этот способ применяется для двигателей небольшой мощности, вал которых вы можете провернуть руками. Ну и, конечно, нужен осциллограф. Тем не менее, осциллографы сегодня имеются даже в мультиметрах. Поэтому, имея вот такой прибор и не имея никакой сети, а только остаточный магнетизм ротора двигателя, можно определить начало и концы обмоток. Для тех зрителей, кто объяснит это явление в комментариях, у меня будет заготовлен необычный сюрприз. Напишите в комментариях четко по электротехнике, почему так происходит. А тот самый умный зритель, кто это все разрисует графически, объяснит математически и разместит это свое объяснение в телеграм-чате «Энерголикбез», ссылка будет обязательно в подсказке, в описании, она вот здесь присутствует. Этот зритель получит очень интересный сюрприз, если же, конечно, он будет проживать в той стране, в которой возможна доставка из Республики Беларусь. После того, как мы определили начало и концы обмоток, нужно правильно подключить к шпилькам этой клеммной коробки, или брно, как ее называют. Про брно я сделал целое большое видео, где разобрал историю этого названия, и оно более-менее даже жаргонное, чем техническое. Не имеет оно ни расшифровки, ни аббревиатуры. Это просто вошедшее когда-то название в обиход. Называйте это клеммная коробка электродвигателя. И не ошибетесь. Начало первой обмотки на первую шпильку, начало второй обмотки на вторую шпильку, начало третьей обмотки на третью шпильку. У, В, W. А с обратной стороны будет со смещением конец первой, конец второй и конец третий. Это сделано для того, чтобы соединять обмотки в звезду и в треугольник. Если мы соединим все эти выводы, все начала одной планкой, у нас получится звезда. А если поставим 3 перемычки вот так, у нас получится треугольник. Если вы хотите знать про то, как функционируют, как работают асинхронные и синхронные электродвигатели, посмотрите видео-бестселлер на канале Энерголикбез. Оно будет по ссылке в подсказке и в описании. Асинхронные и синхронные двигатели – это самое включаемое видео в учебных заведениях во всех странах, где говорят на русском языке. Рекомендую к просмотру, а также рекомендую к просмотру данное видео во всех учебных заведениях. Был рад рассказать вам что-то полезное и интересное. Подписывайтесь на Энерголикбез, делитесь с друзьями, оставайтесь на положительной волне. С вами был Мальков Александр. Увидимся.